Тот вечер выдался особенно промозглым. Анна возвращалась с работы привычной дорогой, когда заметила его, огромную светлую фигуру, неподвижно лежащую у обочины. Сначала она подумала, что это какой-то мешок, но потом увидела едва заметное движение. «Осторожно, там Алабай!» — крикнула проходящая мимо женщина. «Не подходите, они очень опасные». Анна остановилась. В свете фонарей она разглядела, что белая шерсть собаки во многих местах была испачкана кровью. Пес лежал, вытянув лапы, и его грудь едва заметно поднималась при дыхании. Но больше всего ее поразили его глаза, огромные, карие, полные такой невыносимой боли и одновременно какого-то смирения, что у нее перехватило дыхание. «Не подходи к нему, дочка!» Пожилой мужчина с палкой нервно переминался неподалеку. «Эти собаки непредсказуемые. Говорят, тут недавно хозяин избил его и выкинул. Такое и загрызть может». Но Анна уже не слышала предупреждений. Она видела следы от ударов на боках собаки, видела, как неестественно подвернута задняя лапа. Кто-то бил его долго и методично, возможно, палкой или лопатой. И сейчас этот огромный, сильный пес просто лежал и ждал своей смерти, не имея сил даже поднять голову. «Нет», – прошептала она, доставая телефон. «Только не сегодня». «Маша», – голос сестры в трубке звучал сонно. «Что случилось? Срочно приезжай с машиной к повороту на Сосновую. И захвати старое одеяло. Большое». Люди продолжали проходить мимо, некоторые останавливались поглазеть, но никто не решался подойти ближе. А Анна медленно приближалась к собаке, говоря тихим, успокаивающим голосом: «Все хорошо, малыш. Я помогу тебе. Только не бойся». И в этот момент произошло что-то удивительное. Пес, которого все считали опасным зверем, чуть приподнял голову и едва заметно вильнул хвостом. В его взгляде промелькнула искра надежды, последнее, что у него оставалось. «С ума сошла», – прошептала Маша, увидев огромную собаку. «Как мы его вообще поднимем?» Но Анна уже опустилась на колени рядом с псом, осторожно поглаживая его по голове. Алабай не шевелился, только смотрел на нее этими невероятными глазами, в которых читалась такая благодарность, что сердце сжималось. «Давай, малыш», – тихо говорила Анна, расстилая одеяло рядом с собакой. «Нужно встать. Я знаю, что больно, но мы должны попробовать». Казалось невозможным, что такая огромная собака сможет подняться. Но пес, словно понимая, что это его единственный шанс, начал медленно, превозмогая боль, пытаться встать на лапы. Анна и Маша осторожно поддерживали его с обеих сторон. «Господи, да он весит больше меня», – выдохнула Маша, когда они наконец смогли поставить пса на ноги. До машины было метров 20, но каждый шаг давался с неимоверным трудом. Алабай тяжело дышал, но упорно переставлял лапы, опираясь на девушек. А когда они наконец добрались до машины, встала новая проблема – как затащить его на заднее сиденье. «Давай, мальчик, последние усилия». Анна пыталась подбодрить пса, хотя у самой уже тряслись руки от напряжения. И он словно понял. Собрав последние силы, Алабай оттолкнулся здоровыми лапами и буквально упал на сиденье. Его тяжелое дыхание заполнило всю машину. В ветеринарной клинике их встретил ночной дежурный, Михаил Петрович, старый знакомый Анны по ее работе в приюте для животных. Множественные гематомы, сотрясения, 2 сломанных ребра, трещина в бедренной кости, перечислял врач, просматривая снимки. Кто-то очень постарался. Все время осмотра пес лежал неподвижно, только иногда тихонько поскуливал, когда прикосновения были особенно болезненными. Когда Анна гладила его по голове, он прикрывал глаза и чуть заметно прижимался к ее руке. «Знаешь, что удивительно?» – сказал Михаил Петрович, заканчивая перевязку. «Смотри на его зубы, шерсть, идеальные, ухоженные. Когда-то он явно жил в хорошей семье. И несмотря на все, что с ним сделали люди, в нем нет ни капли агрессии». Действительно, даже во время болезненных уколов и обработки ран пес не огрызнулся, не зарычал. Он только смотрел на Анну своими мудрыми глазами, словно говоря: «Я знаю, что ты хочешь помочь. Я потерплю». Первые недели были самыми тяжелыми. Анна оборудовала для пса, которого назвали малышом, теплый угол в гараже. Ближе к дому его пока было нельзя перемещать. Каждый день начинался с перевязок и уколов, но малыш терпеливо переносил все процедуры, только иногда глубоко вздыхая. «Мам, а можно его погладить?»
Двухлетняя Алиса с любопытством разглядывала огромную собаку через приоткрытую дверь гаража. «Осторожно, зайка!» Анна внимательно наблюдала за реакцией пса. Но малыш, увидев ребенка, преобразился. Его хвост слегка завилял, а в глазах появилось какое-то особенное выражение, смесь нежности и заботы. Он осторожно потянулся к маленькой ручке, легонько лизнул ее и положил голову на лапы, позволяя себя гладить. С этого дня все изменилось. Алиса стала главным доктором малыша. Она читала ему сказки, показывала свои игрушки, а пес слушал ее с таким вниманием, словно понимал каждое слово. Когда девочка засыпала рядом с ним на подстилке, он осторожно прикрывал ее своим большим телом, охраняя сон. Постепенно раны заживали. Малыш начал вставать, сначала неуверенно, но с каждым днем все тверже. Теперь он мог переехать в просторный вольер во дворе, хотя большую часть времени проводил рядом с Алисой. «Удивительно», — говорила соседка, наблюдая, как огромный алабай осторожно играет с маленькой девочкой. А ведь все говорили, что эти собаки агрессивные. Действительно, малыш проявлял чудеса терпения и доброты. Когда соседские собаки облаивали его через забор, он даже не реагировал. Когда Алиса случайно дергала его за хвост, он только ласково лизал ее в щеку. А если кто-то из взрослых повышал голос на девочку, пес вставал между ними, словно живой щит, но не рычал, а просто смотрел своим мудрым взглядом, от которого становилось стыдно. «Мама, а правда, что малыш– мой ангел-хранитель?» – спросила как-то Алиса, когда они гуляли в парке. Анна посмотрела на свою дочь, держащуюся за ошейник огромного алабая, который внимательно осматривал каждый куст, мимо которого они проходили, проверяя, нет ли там опасности для его маленькой подопечной. «Знаешь, солнышко», – улыбнулась она, – «иногда ангелы-хранители приходят к нам в самых неожиданных обличьях. И часто те, кого мы спасаем, спасают нас самих». Прошло 3 года. В доме Анны и Алисы многое изменилось. Старый вольер давно пустовал, малыш теперь спал в доме, на огромной лежанке возле детской комнаты. В их жизни появились новые традиции. По выходным они всей семьей ходили на большие прогулки в парк, где малыш важно и степенно шел рядом, время от времени оглядываясь на своих людей. Вечерами, когда Алиса садилась делать первые прописи, пес устраивался рядом, внимательно следя за каждым движением маленькой руки. «Мам, а помнишь, как все боялись малыша?» – спрашивала Алиса, зарывшись лицом в мягкую шерсть на шее пса. А он самый добрый на свете, и это была правда. Соседи, поначалу опасавшиеся огромной собаки, теперь часто просили присмотреть за их детьми, знали, что с малышом они в полной безопасности. Он мог часами играть с малышами, позволяя им залезать на себя, дергать за уши, но никогда не проявлял ни тени недовольства. Однажды вечером, когда Алиса уже спала, а малыш, как обычно, дремал у ее кровати, Анна села рядом с ним и обняла его большую голову. «Сладких снов, маленький мой», – прошептала она, – «в тот вечер ты не просто обрел дом. Ты подарил нам настоящую семью. Научил верить в добро, несмотря ни на что». Малыш посмотрел на нее своими мудрыми глазами и легонько лизнул руку. В его взгляде больше не было той боли и отчаяния, что когда-то. Теперь в нем светились любовь и преданность, самые сильные лекарства от всех ран, как физических, так и душевных. А на стене в гостиной появилась большая фотография, маленькая девочка обнимает огромного алабая, и оба улыбаются, каждый по-своему. И эта фотография лучше всяких слов рассказывает историю о том, как истинная доброта не знает ни породы, ни размера, ни прошлых обид. Она просто делает мир лучше.